представьтесь, пожалуйста, и расскажите, где вы работали, на какой должности с 1998 года по 2002? Игорь Василиадис. Я сначала работал как генеральный директор компании «Город.Инфо», которая отвечала за построение сайта ЮКОС.ру для того, чтобы представлять консолидированную отчетность для акционеров. А в дальнейшем, в 2000 году, летом, я уже пришел на должность первого вице-президента в компанию Сибинтек, которая к тому моменту составляла по численности 40 человек. И к моему уходу в декабре 2002 года я перешел президентом в дочернюю компанию Сибинтека. Компания насчитывала 2600 человек и 16 филиалов, то есть огромная работа, 74 объекта реструктуризации, то есть очень много информации. Вы говорили очень много про прозрачность и открытость нефтяной компании ЮКОС. Немного расскажите об этом. Я должен сказать, что компания ЮКОС была в авангарде среди остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний. И сама идея corporate governance, то есть корпоративного управления, подразумевала, что мы должны были ее сделать максимально прозрачной, понятной по процессам, регламентам и информации акционерам, как миноритарным, так и мажоритарным, а также отвечали за полную модификацию всех объектов, а это 84 объекта реструктуризации по компании со созданием 16 филиалов, для того, чтобы доступ к информации, ее передаче, хранению и предоставлению пользователям был максимально прозрачным, как я уже сказал, и понятным. Вы также рассказывали о хищении нефти в ЮКОСе, когда она была государственной, подчеркну, государственной компанией. Что произошло потом, когда стала управлять ей Михаил Борисович Ходорковский? Дело в том, что эта болезнь была не только ЮКОСа наследственная, но и всех компаний, которые от государства в собственность переходили частным акционерам. Так как сам структурный подход совершенно другой, и заинтересованность людей была другая. Это был министерский подход, когда люди были в большей степени заинтересованы в том, чтобы соблюдать свои интересы за счет занятия каких-то удобных мест. Когда все структуры, унаследованные ЮКОСом, были практически облеплены компаниями-паразитами, когда контроль минимальный и учет минимальный и так далее был в интересах региональных владельцев этих компаний, наша же задача была, как я уже сказал, полностью избавиться от этих наследственных болезней прошлого, и мы пытались, как я уже сказал, привести это все к единому консолидированному учету, к абсолютной достоверности собираемых данных, к отсутствию модификации данных при передаче и хранении и предоставлению максимально достоверных сведений акционерам. То есть вот в этом можно в двух словах характеризовать нашу деятельность. А не могли бы вы вкратце рассказать о работе с государственными структурами, как вы работали от добычи до переработки и реализации нефтепродуктов? На каждом этапе, естественно, государственные службы контролировали как процесс добычи и тарификации датчиков при получении информации. У них всегда был доступ к агрегированной статистической информации, как у Госкомстата, так и у ЦДУ, Минтопэнерго. Мы занимались созданием правильного интерфейса, не искажающего данные, для передачи этих данных практически в режиме лайв, то есть в режиме реального времени, для того, чтобы контроль и учет никогда не имел возможности даже усомниться хотя бы в каких-то мизерных, минимальных, недостоверных данных. То есть наша задача была именно осуществлять это взаимодействие с государственными контролирующими структурами. Плюс ко всему, это не секрет, что и специальные службы тоже они обязательно устанавливали везде средства контроля, так как серверное оборудование доступно для съема данных в любой момент времени для государственных структур. Получали ли все нефтедобывающие подразделения денежные средства за свою работу? В каком количестве? Безусловно. Дело в том, что вообще само понятие корпоративного управления, трансферных цен и все прочее подразумевает, что определенные договора полностью гарантировали и страховали добывающие подразделения от того, чтобы они оказались вдруг в убыточном положении, особенно в условиях падающих цен на мировом рынке. И все подразделения ЮКОСа, которые занимались добычей, они всегда находились в приоритете. Все заботились о том, чтобы добытчики были заинтересованы в увеличении продукции, чтобы они были полностью мотивированы в результатах своей деятельности и довольны по итогам года. То есть я считаю, что
та структура, которая была построена, была настолько оптимальна, что мы это можем заметить, проанализировав все статистические данные за период работы ЮКОСа, как ВИНК, как вертикально интегрированной нефтяной компании. То есть добыча постоянно увеличивалась опережающими по отношению к индустрии темпами. Затем цены, по которым продукция реализовывалась добывающими подразделениями, были на том уровне, чтобы они полностью исполняли все свои функции, были заинтересованы в добыче, как я уже сказал, и не думали о том, каким образом будет их продукция, как она будет сбываться. То есть в этом случае они были настолько untouchable, то есть нельзя было ни в коем случае затрагивать их интересы, что иногда компания в целом по результатам, выходя в минус, все равно поддерживала добывающие подразделения в прибыльном состоянии. Поручал ли вам когда-нибудь Михаил Борисович Ходорковский или Платон Леонидович что-то делать незаконное, работая в ЮКОСе? Ну, безусловно, нет. Как я уже говорил в своих показаниях на суде, мне нравилась эта компания, и я очень большой пиетет испытываю к самим акционерам именно по тому поводу, что каждая встреча, каждое совещание с ними, там сквозила идея, что компания должна быть максимально прозрачной, максимально доступной по информации, по информационным потокам как для аудиторов, так и для акционеров, так как основной, в принципе, задачей было сделать ее публичной компании, то есть с хорошими высокими котировками на Западе. А это подразумевает абсолютно четкие стандарты отчетности как в экономической, так и в сутевой деятельности. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно о хищении и легализации всей нефти, добытой нефтяной компанией ЮКОС с 1998 года по 2003? Я считаю сам вопрос по себе нонсенсом, потому что, как я уже говорю, в силу автоматизации и отсутствия человеческого фактора в вопросе контроля всех цифр по объемам добычи, поставки, переработки и сбыта, это было просто невозможно. Даже не просто в каких-то промышленных объемах, а доведено было до того, что 3-литровую банку нефти невозможно было отлить себе, так сказать, для собственных нужд, чтобы это не заметила система. Поэтому я считаю, что это изначально очень политизированное утверждение. Безусловно, я сопереживаю, так как я очень уважаю этих людей. Я считаю, что они ярчайшие, наверное, из таких российских тайкунов, то есть людей, которые смогли собрать такое количество людей, да, под едиными лозунгами, так мотивировать их, чтобы компания в кратчайшие сроки добилась таких высоких результатов. Поэтому такие люди являются просто золотым генофондом страны. И когда страна не совсем оценивает правильно их деятельность и не обращая внимания на то, сколько они сделали для развития России в целом и для ее экономики, совершает определенные действия над ними, я считаю, что это абсолютно неприемлемо. И это в каждой из стран, вот в любой из стран, вызвало бы такой мотивированный протест, как и в этом случае. Я считаю, что урон экономике в связи с теми действиями, которые по отношению к Лебедеву и Ходорковскому были предприняты, был нанесен настолько огромный, и он еще до сих пор, мне кажется, сказывается, что если даже в этом случае уже они настолько запутались, что не могут позволить себе просто освободить этих людей и сказать им спасибо за все, что они сделали для страны, то я надеюсь, выводы в связи с этим будут сделаны, и не такая участь не постигнет остальных, потому что ярких людей, организаторов всегда в любой стране очень мало. Их надо беречь, они на вес золота. Прогнозы сделаны неблагодарные, но тем не менее, как вы считаете, можно ли рассчитывать на положительный исход этого дела? Безусловно, блажен, кто верит, и я рассчитываю, что если бы не было некоторой политической составляющей в этом процессе, то уже все давно было решено, потому что это очевидно. Я думаю, что все-таки это определенные группы людей, заинтересованные в продолжении подобного рода процесса и находящиеся на высоких ответственных постах, только это является залогом продолжения процесса. Если бы процесс был пущен на самотек, и люди прислушались бы к аргументам защиты, да просто к аргументам здравого смысла, все прекратилось бы уже сегодня. Спасибо. Спасибо вам.